Привет, друзья! Меня зовут Лори. В школе я была очень закрытой. Сидела на последней парте с занудой Стивом, который вечно рассказывал про растения. По правде говоря, он был единственным человеком, который хотя бы разговаривал со мной. Каждый день учебы был однообразным. Утром я шла в школу, сидела 7 уроков, на большой перемене ела пиццу в столовке, а после уроков возвращалась домой. Никаких парней или подруг у меня не было. Родителям это очень сильно не нравилось. Они даже пытались отвести меня к психологу, но я понимала, что мне не нужна помощь. Мама вечно твердила, что в моем возрасте она уже встречалась с папой, а у меня из друзей был только кактус. В школе математику нам преподавала пожилая женщина, которая меня часто бесила своими нудными лекциями. Но однажды вместо нее пришел мужчина, невероятно красивый, возрастом около 25 лет. До этого я еще не испытывала такого чувства. Почему-то все мои ровесники были похожи на прыщавых опоссумов, а этот как будто приехал сюда после показа мод. Весь оставшийся урок я была очень активной, отвечала на вопросы, выходила к доске. Ребята из моего класса были в недоумении. Они как будто вообще забыли про меня, и тут я начала подавать признаки жизни. Теперь вторник, четверг и пятница стали мои любимые дни, потому что я могла любоваться красавцем Брюсом. С его приходом в нашу школу моя жизнь поменялась. Я перестала носить серую и темную одежду, начала одевать яркие цветные платья, я стала более общительной. Но я понимала, что все это ради того, чтобы Брюс обратил на меня внимание. Однажды я шла по коридору, и он заговорил со мной. В этот момент я застыла и не могла даже шевельнуться. Он заметил меня. Конечно, его просьба была обычной – рассказать моим одноклассникам, что Брюс собирает группу для дополнительных занятий по математике. Но в моей голове я уже представляла, как выбираю свадебное платье. Когда он ушел, я минуту пыталась вспомнить, какое же он дал мне поручение. А когда вспомнила, то у меня созрел коварный план. Я никому не скажу, что он набирает группу. И получается, я буду единственной, кто явится к нему на занятия. С большим трудом я дождалась конца уроков и пришла к Брюсу в кабинет. Я была настолько взволнована, как будто это наше первое свидание. Хотя, может, оно так и было. Самое странное, что когда я вошла, он вообще не удивился, что я пришла одна. Я покраснела и соврала, что все ребята отказались от занятий, и тут внезапно Брюс меня поцеловал. Такого я, конечно, не ожидала. Мои руки тряслись так, словно сейчас землетрясение. Честно вам скажу, это был первый поцелуй в моей жизни. И он был фантастический. Меня словно ударила молния. Позже он мне сказал, что давно заметил, как я на него смотрю, и на 100% был уверен, что я не позову никого на дополнительные занятия. Так мы и начали встречаться. Спустя неделю мои родители предупредили меня, что на выходных они поедут на дачу с друзьями. Это, конечно, был хороший шанс пригласить Брюса к себе и провести вместе время, но я не стала этого делать. Хотя в одной из наших бесед я случайно проболталась ему, что на выходных останусь одна. Утро субботы началось с сюрприза. Я еще спала, как вдруг раздался звонок в дверь. Я никого не ждала, а когда посмотрела в глазок, то была в шоке. Там стоял зануда Стив, мой сосед по парте. Что он вообще здесь делал? Я открыла ему дверь. Он стоял с букетом цветов и в костюме. Стив признался мне в любви. В более нелепой ситуации я еще не была. Я не знала, что делать и как реагировать. И в эту же секунду у меня зазвонил мобильный. Это был Брюс? Он сказал, что уже зашел в мой подъезд? Я была в панике. Все, что я смогла придумать, это спрятать Стива под своей кроватью. Когда Брюс поднялся ко мне, я была, конечно, рада, но и в тот же момент встревожена. Он был какой-то странный. Я бы даже сказала агрессивный. Он начал кричать на меня, что я не пригласила его к себе домой, а потом начал приставать.
со всей силы толкнул меня на кровать, под которой спрятался Стив, и начал разрывать мою пижаму. Я пыталась отбиваться и отталкивать его, а когда я поняла, что сил у меня больше нет, просто размякла. В этот момент я увидела, как из-под кровати вылез Стив. Взял с моего стола кактус и начал им бить Брюса. Впоследствии тот просто упал на пол и уснул. Не от болевого шока, просто иголки на моем кактусе были усыпляющими. Я была очень перепуганная, а Стив не растерялся и вызвал скорую и полицию. Какой молодец! Когда об этой ситуации узнали мои родители, они сразу же приехали. Папа чуть не убил Брюса, но, к счастью, его посадили за совращение. Как оказалось позже, Стив уже давно был влюблен в меня, и когда узнал, что я встречаюсь с нашим учителем, решил признаться мне в своих чувствах. Конечно, это был не самый подходящий момент, хотя, может, и наоборот, ведь он спас меня. К большому сожалению, я к нему ничего не испытывала. Даже после его героического поступка. Мы остались хорошими друзьями. После этого случая я на некоторое время закрылась в себе, а потом все наладилось. И когда поступила в университет, там я познакомилась с отличным парнем, с которым встречаюсь по сей день. Друзья, будьте внимательны, берегите себя. Сразу сообщайте родителям, если у вас возникли сомнения или проблемы в школе. Напишите в комментариях по свою школьную любовь, а также подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Пока!